Путин, который любит заграничные вояжи, нынче решил остаться на России, не поехать на инаугурацию президентки Мексики. Что реально остановило российского диктатора? Поговорим с Ростиславом Мурзагуловым, писателем, публицистом и общественным деятелем. У нас сейчас происходит трансляция на Ютубе, поэтому я очень прошу наших зрителей, которые присоединяются, пожалуйста, пишите, откуда вы. Вы можете задавать также вопросы нашему гостю, ну и высказывать свое мнение в комментариях. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, будьте на нашей трансляции. Ростислав, я вас приветствую. Я вас тоже приветствую, Альбина, очень рад. Но на самом деле удивлен даже постановке вопроса. Слушайте, у Путина по Москве бегают банды вооруженных чеченцев и убивают людей. Причем они убивают людей его в конфликте, в том, котором Путин просил Рамзана не конфликтовать, а договориться по-хорошему, потому что там одна из сторон конфликта — это правая рука Путина, Антон Вайна, глава его администрации. И, соответственно, в общем-то, здесь, я думаю, что если Путин уедет сейчас в какую-нибудь Мексику, то, вернувшись, он может занять, вообще, найти в своем кресле какого-нибудь Рамзана Кадырова, на самом деле, вполне себе. То есть там ситуация очень-очень накалилась, потому что дело в том, что в Чечне находятся двое задержанных, которых отправляли туда ни много ни мало готовить покушение на Кадырова, и они уже дали показания. То есть, соответственно, Кадыров разъярен как медведь, он уже объявил кровную месть, собственно, за то, что его пытались убить. И, соответственно, на Кавказе это вот не просто какая-то фигура речи. Я на Кавказе много работал, у меня много друзей, собственно, как бы я про вот эту будущую атаку на Вайлдберрис рассказал за сутки, как она началась, потому что я знал об этом, собственно, потому что есть контакты. И, соответственно, для Кавказа объявление кровной мести — это сильно важнее законов хоть Чечни, хоть России, хоть любых международных там правил. Соответственно, просто это вот уже то, что обратного билета не имеет. То есть если это вот джинна выпустить из бутылки, то там должна начаться литься кровь. И, собственно, я это спрогнозировал. К сожалению, я оказался прав. И вот эта кровь льется в Москве. И сейчас там все в растерянности, никто не знает, что с этим делать. Потому что если дожимать Рамзана, да, то это будет кровавая третья чеченская война. Если этого не делать, то Путин потерял свою власть. Это понятно, что если на его территории можно заниматься такими вещами и делать такие вещи по переделу собственности, по возражению правым путинским рукам, то, значит, соответственно, это будет окончание путинской власти. Поэтому там ситуация патовая. Куда к черту ему уезжать? Я думаю, что он будет там сидеть сейчас до тех пор, пока не придумает, что делать с Рамзаном. Ну, а насколько это как бы небезопасно? Потому что, мы знаем, что все время, когда возникают какие-то конфликтные ситуации, там, когда были вот эти вот передряги между путинскими элитами, он всегда уезжал. Он находил, куда улететь, там, вечером уезжал, там, не знаю, официальные визиты у него появлялись посреди ночи. Сейчас он сидит в Москве, получается, и пытается решить, что делать. Ну, знаете, я не думаю, что сидит в Москве на самом деле, потому что действительно в Москве опасно. Там есть много вооруженных чеченцев, которые подчиняются Рамзану и которые, в общем-то, какое решение примет, кого убивать, что захватывать, никто не знает. И поэтому думаю, что Путин сидит где-то рядышком. То есть это либо, соответственно, его какие-то резиденции в Московской области, либо это, как в прошлый раз, когда он убегал от Пригожина, соответственно, он тогда убежал на Валдай. В общем-то, известно было, замечен был его поезд там. И, соответственно, я думаю, что где-то он будет сидеть там, но я имею в виду, что страну он сейчас, конечно, не покинет. Потому что, действительно, если он сейчас ее покинет, тогда как бы будет очень сложно объяснить своему истеблишменту, почему он в этот момент не руководит процессами. Что очень важно еще сейчас отметить, что у Кадырова ведь огромное влияние на путинскую власть, поскольку у Кадырова там купленных людей в ФСО, то есть в ближайшем путинском окружении, в правительстве люди свои воткнуты. Да, вот недавно премьер-министр там оказался помощником Мишустина. То есть, грубо говоря, у Кадырова есть рука на пульсе всего, что в российской власти происходит. И, соответственно, как только он поймет, что настал момент, когда можно вообще избавиться от, собственно, крестоносцев, да, как в Чечне всегда называли, на самом деле, российских представителей генералитета и власти. В общем-то, там же никогда никакой любви-то не было. Там всегда была ненависть взаимная. И, собственно говоря, вот этот временный альянс, он основан только на том, что после поражения во Второй Чеченской войне, я надеюсь, что вы не станете спорить в том, что это было поражение, с тем, что это было поражение, Россия выплачивала большие контрибуции Чечне.
Ну и, соответственно, вот этот вот хрупкий альянс поддерживался, но при этом Рамзан, конечно, спит и видит, чтобы когда-то в один день выкинуть всех этих крестоносцев из Кремля, и для того, чтобы, в общем-то, собственно, он был всевластным вообще, возможно, командиром всей России. Это как бы кажется бредом, но эти разговоры из лагеря вот около Чеченского, около Рамзановского до меня долетали еще там год назад на первые. Я тогда решил, что это бред или что он не выйдет из-под путинского контроля, поскольку Путину слишком многим обязан, и тогда не делился этим с вами. Но сейчас, когда вот мой источник точно спрогнозировал вот эту ситуацию по Wildberries, что по Москве начнут бегать вооруженные отряды, и, соответственно, я понимаю, что этот источник, который мне рассказывал о том, что вот у Рамзана есть эти амбиции странового масштаба, я думаю, что этот источник, значит, не преувеличивает. То, о чем вы говорите, Путин всегда находил возможность, каким образом там, с тем же Пригожиным поквитаться, каким образом убрать свои опасности вокруг себя, скажем так. Как вы считаете, вот сейчас какое может быть разрешение? То есть Путину нужно привлечь, не знаю, там, российскую армию, может быть, что это должны быть за силы, которые ему сейчас могут помочь? Потому что, насколько я понимаю, то есть это не вопрос разборок внутриполитических каких-то. Альбина, вы про ту российскую армию, которая, сверкая пятками, разбежалась по всей Курской области, когда там первый выстрел ВСУшников раздался, про эту российскую армию? Значит, в вопросе был ответ, а не надо отвечать. Значит, по поводу того, как приструнить Рамзана, ответ очень простой: никак. Путин этого не сможет сделать. Путинские генералы вовремя убили отца Рамзана Кадырова, Ахмада Кадырова, потому что это все ведь было свалено тогда на каких-то злых чеченских террористов, которые убили Ахмад Каджи. Но ведь на самом деле, если так разобраться, даже просто логически, а зачем любым чеченским боевикам было убивать Ахмад Каджи Кадырова, который всех их с удовольствием себе брал на работу? И тогда, собственно, победившая Чечня в войне, она, собственно, она всех реабилитировала. То есть любой, кто хотел продолжать дальше совершенно спокойной жизнью жить, да еще и не просто спокойной, а совершенно спокойно мог наладить и бандитизм в любой точке России, потому что Россию, по сути, отдали на откуп плану Кадырова-старшего тогда еще. Соответственно, тогда вот те уязвленные путинские генералы, вот те самые силовые, значит, ястребы, да, которых так вот называют условно, они тогда решили, что для того, чтобы вот всевластным хозяином и прям победителем Ахмад Хаджи Кадыров не стал, значит, они, соответственно, его убрали, потому что там никто другой не мог это сделать, кроме федералов, потому что у них был доступ к этому стадиону, к этой стройке. Только они знали, когда и где сядет, в какое именно место Ахмад Хаджи Кадыров. И если вы вспомните, кто там с ним рядом погиб, практически никто. То есть убили непосредственно только его. Потому что вокруг сидело много федералов, они не хотели убивать своих. Все очень просто. Соответственно, с Рамзаном у них уже такой фокус не пройдет. Соответственно, потому что Рамзан, понимая и зная, что федералы ему не друзья, он там всех вычистил, там ни одного осталось. Соответственно, там ни одного не осталось. Там сейчас все федеральные структуры формально, они все почти подчиняются ему. Жалкие какие-то крохи не владеют никакой информацией. И они отодвинуты полностью от любого решения, любых маломальски важных вопросов. Они просто не знают, когда и где будет Рамзан. И, соответственно, значит, они не знают, как его устранить. И вот посмотрите, сейчас принято решение брать людей Рамзана. То есть они уже взяли за последние 2 суток, по некоторым данным, до 30 человек. Значит, они просто бегают по Москве и пытаются их хватать, арестовывать. Соответственно, некоторым уже предъявили обвинения, что очень быстро, что очень удивительно для российской правовой системы, которая крайне громоздкая, удивительно неповоротливая. И для того, чтобы даже обвинить, предъявить, открыть уголовное дело против человека, который там на площади какой-нибудь убьет там, из автомата под камерами там, 100 человек, для этого все равно нужна длительная процедура. То есть то, что сегодня так быстро предъявлены обвинения и вот этому Бакальчуку, подельнику Кадырова по Wildberries, и, соответственно, вот этим уже, собственно, чеченцам, бандитам, которые приехали туда, значит, решать вопросы, да, и истреблять своих оппонентов, это говорит о том, что решение принималось на самом верху. То есть решение принималось на уровне, я думаю, что даже, может быть, лично Путина, поскольку арестовывать людей Рамзана – это дело опасное в России. Соответственно, Вайна, безусловно, согласовал это с Путиным. Рамзан это прекрасно понимает. То есть он понимает, что сегодня у него замес пошел уже не просто с Вайна, как с правой рукой Путина, а с самим Путиным, который пытается сейчас Рамзана немного приструнить и немного лишить его вот этого всевластия.
И, соответственно, закончиться это может чем? То есть смотрите, какие варианты развития событий. То есть Кадыров вдруг остыл, сдал назад и прекратил кровную месть. Есть такой вариант? Нет, такого варианта нет. Поскольку кровная месть не может по законам Кавказа закончиться просто тем, что одна из сторон наступает. Эта сторона моментально теряет моральный авторитет в глазах собственных сторонников, в глазах своего клана. Соответственно, этого решения нет. Какие решения дали? Дали есть решение устранить Керимова, да, потому что кровная месть объявлена именно ему. Значит, Керимов очень хорошо прячется. Он хорошо знает, кто такой Рамзан, он хорошо знает, что он первая мишень, потому что убить Вайна — это не такая простая штука. Здесь на Рамзана могут сильно обидеться все те, кто Вайна окружает. И, соответственно, значит, какие еще есть варианты? А не перевернуть ли стол совсем? А не взять ли, например, Рамзану сегодня... Ну, давайте пофантазируем, да? Это же наша с вами работа, мы же медиа, мы же не власти, не политика. Давайте пофантазируем, давайте представим себе сегодня, что Рамзан сегодня говорит, что Чечня отделена от Российской Федерации. Что сегодня все, мы прекращаем вам любые выплаты, значит, любых налогов. И, кстати, еще мы забираем себе вот полкавказа. Потому что это все тоже вот почти Чечня. То есть мы объявляем независимость, и мы вступаем в альянс вот с Саудовской Аравией. Например, как вариант, да? Скажите, что в этой ситуации сделает Путин? Ответ очень простой. Ничего. Он не может выдержать никакого нового фронта даже в собственной Курской области, как мы с вами убедились во время блестящей операции ВСУ недавних месяцев. Я убедился собственными глазами, побывав-то. Соответственно, здесь возникает тогда вопрос, а Кадыров может попытаться что-то такое сделать? Да, конечно, может. Потому что Кадыров родился и вырос в парадигме войны и в парадигме ненависти ко всему российскому. И, соответственно, он никогда не считал свою Чечню Россией. И более того, он всегда себя видел как бы вообще главным на всех территориях, где он находится физически. И, соответственно, где закончатся его аппетиты, где закончится его решимость. Что мешает ему сегодня в Москве из тех тысяч человек, которые там у него сейчас уже есть, да, подкачать их еще людским ресурсом, там, пригнать туда еще человек 1010, например, с разных других мест, и просто взять и захватить власть в самой Москве. То есть он просто может сегодня взять и захватить Кремль. Ему ничего не мешает. Тем более, с учетом того, что, как я вам рассказал чуть выше, там все те, кто стоят там на постах, они все во многом купленные люди Рамзана. И, соответственно, это, в общем-то, та ситуация, когда они разбегутся еще быстрее, чем при появлении Пригожина. Потому что Пригожин-то был хотя бы из их среды, он хотя бы был русский. Ему хотя бы было как бы меньше, в общем-то, смысла ненавидеть других русских, да? А у Рамзана есть еще и эта мотивация, заметьте, и он ее 20 лет скрывает. Поэтому чем все это может закончиться, да чем угодно. И вот мы с большим интересом с вами сейчас смотрим за развитием событий, и оно будет происходить буквально, я думаю, каждый день. То есть сейчас пока вот пошла ситуация в правовом поле, так сказать. И там сейчас идут аресты и предъявление обвинений. А вот дальше, чем будет отвечать Керимов Рамзану, да? Потому что у Керимова убили первых людей. Это не совсем прямо его люди. Грубо говоря, это не дагестанцы, как Керимов, это ингушские ОПГ, которых Керимов нанял, да, вошел с ними в альянс для обороны, значит, от Кадырова. Но, тем не менее, это как бы были люди, которые были официально с ним, на его службе. Еще и в процессе вот этого вот, значит, объявленного решения по кровной мести Керимов обязан по тем законам, по которым он, так же, как и Рамзан, живет, ответить Рамзану тем же. То есть, грубо говоря, сейчас надо ожидать парочки погибших со стороны Рамзана. Я сейчас цинично об этом говорю, но простите уж мне это, просто я сейчас пытаюсь объяснить людям, что происходит. Ну вот, соответственно, вот этой эскалации я жду, и жду дальнейшего развития событий, и жду, что это может стать вообще таким Бигфордом Шнуром, который может, в принципе, Россию всю подпалить. Ну вот да, то, о чем вы говорите, это как-то, знаете, так очень вдохновляет. По крайней мере, мне кажется, это очень хорошая история для Украины, для украинско-российской войны нынешней. То есть особенно если, скажем, там Кадыров себе оттяпает часть России, и это будет уже, ну это, наверное, серьезный удар по этой путинской власти и его авторитету. Тут интересно, как сами россияне к этому отнесутся, потому что пропаганда работает, мозги промыты, как они воспримут вообще вот такой, могут воспринять вот этот вот раздел, скажем так, отделение земель российских и
будет ли это конец Альбин, путинской я власти? понял вопрос. Но смотрите, как россияне отнеслись к объявлению о том, что часть России перестала быть частью России. Да? То есть Курская область сегодня 1250 километров, это уже не Россия. Это территория, которая больше, чем несколько десятков стран мира, на секундочку. И что сказали россияне? Ничего. Они сегодня большая аморфная масса. Для Путина это как плюс, так и минус. Собственно, для Путина это плюс, когда он с этой аморфной массой, с этим пластилином делает все, что он хочет. Говорит о том, что вот у нас там враги, вот все срочно погружаемся в черные, значит, полиэтиленовые мешки. Значит, соответственно, в этом смысле это работает на Путина. Но когда все идет в обратную сторону, когда захватывают часть России, когда сегодня по всей России идут прилеты, когда сегодня землетрясения аж случаются от работы ВСУ, и что сказали на землетрясение россияне? Они что, побежали записывать в военкоматы? Нет, Альбина, нет. У них по-прежнему там дикий недобор и по-прежнему попытка заточить на Аркане на деньгах огромных больше, чем американцы платят за солдат. И еще и даже это не помогает. И, соответственно, если сегодня Кадыров скажет, что он забирает себе там часть России и живет отдельно, то россияне еще и платочком синим ему помажут. Ради бога, да забирай все, что ты хочешь. Они боятся чеченцев как огня. Потому что все помнят, как Россия пыталась воевать дважды в Чечне, и как она оба раза с треском провалила все военные операции и в итоге просто завалила Рамзана деньгами, контрибуциями за, по сути, 2 проигрыша. Насколько я понимаю, то это такая история, которая для Кадырова может завершиться или его, скажем, вот этой вот победой, или же другого варианта нету, насколько я понимаю, потому что в противном случае для самого Кадырова, для его там приспешников это будет история достаточно плачевная. Как быстро она может разрешиться? Вот у вас Вы есть правильно понимаете, поскольку действительно здесь, в общем-то, возможности сдать назад у Рамзана нет. И это уже даже не вопрос денег. Потому что если там у него не будет Wildberries, да, у него есть куча всего остального. Ему недавно Danone подарили, да, это предприятие размером с тот же Wildberries. То есть ему просто взяли и отдали его за лояльность. Значит, соответственно, что будет дальше? Мой прогноз, да, здесь, конечно, прогнозы дело неблагодарное, но мой прогноз – это все же эскалация. Прогноз – это что те, кого убил Кадыров, значит, должны быть отомщены, соответственно, со стороны Керимова, да, как организатора всей этой схемы. Я думаю, что будут ответные убийства организованы кого-то из кадыровцев. Значит, Вайна по своей линии, как тоже человек, который в доле с Керимовым, да, в этом новом Вайлдберрисе, значит, он попытается по административной линии давить и будет пытаться предъявить обвинения, пытаться полицейскими способами надавить на Кадырова. Но для Кадырова, как для человека, который живет по собственным законам, все полицейские правила и все законы Российской Федерации — это только лишний раздражитель. Он будет говорить Путину: что ты, отец, со мной делаешь, как же так, я же тебе верой и правдой, я же твой пехотинец, сколько я про тебя твитов написал хороших, понимаете? Вот, собственно говоря, поэтому здесь я какой-то возможности для замерения не вижу. Путин тоже должен теперь сохранять лицо. И для Путина сейчас это страшный вопрос. То есть если он сейчас начнет опять бегать к Кадырову и его снова уговаривать, после того, как его прилюдно Кадыров опустил в чан с дерьмом, ну, представьте себе, Путин просит Кадырова не делать этого, а Кадыров это делает. Вот этот силовой захват Wildberries и вот эти убийства людей в центре Москвы в 300 метрах от Кремля, на секундочку. Поэтому, конечно, здесь куда ни кинь, всюду клин. И это, в общем, обычная классическая ситуация. Она многократно описана в политической литературе. Это классический излет такой империи. Это классическая осень патриарха туда, этой империи, в эту осень и дорога, что называется. Как вы думаете, Запад понимает реальную ситуацию, которая сейчас происходит на России, и ждут ли они разрешения этой ситуации, или все же продолжают договариваться с Путиным о вот этих вот мирных так называемых инициативах российских и искать какие-то компромиссы? Вы знаете, Запад не надо недооценивать в плане разведки. У Запада она поставлена неплохо. И более того, у них поставлены там и такие, знаете, многоходовые как бы комбинации по поводу, значит, отколупывания от диктаторов, например, их там каких-то приспешников. И сейчас у меня уже давно была информация о том, что Рамзан зачастил в арабские страны не просто так. И там в арабских странах есть, в общем-то, люди, которые очень плотно взаимодействуют с ЦРУ. Есть люди, которые давным-давно передали Рамзану все приветы и сказали ему: старичок, если ты хочешь жить дальше, долго и счастливо, и иметь свою вотчину всегда своей, то тебе просто надо в какой-то момент предать Путину.
Соответственно, вот это для момента, для предательства Путина, тем более, что для Рамзана это и не предательство. Для Рамзана это будет исполнение, в общем-то, многовековой воли его всех предков и так далее. Соответственно, для него это будет делом чести. Если он в какой-то момент опрокинет этого Путина, если он уберет эти кресты, которые на них, на чеченцах сегодня как бы находятся элементарно даже в виде денег российских, да, там есть такая тема, что там же кресты на деньгах. Соответственно, для чеченца верующего это очень такая неприятная ситуация, когда на тебе находится физический крест. Да, или, например, на частях униформы, которую российскую они носят, там тоже есть кресты. Да. Соответственно, избавиться от крестов они с удовольствием, с огромным, в общем-то, предпримут попытку при первой же возможности. Особенно если действительно я прав, и если я правильно получил сигналы от тех людей, которые меня информируют, что действительно Рамзан получил в арабских странах, грубо говоря, одобрение на вот такое отделение, ну, соответственно, значит, это хороший момент для того, чтобы этот момент, в общем-то, использовать для этого. Ну вот, как вы считаете, Путину в этой ситуации как вернее всего поступить? Я у него здесь в этой ситуации нет. Прошу. У него нет верного решения. Я понимаю вопрос, да. Ну, смотрите, то есть, понимаете, как бы, да, если попытаться заплющить Рамзана, Рамзан будет отвечать и очень жестко. То есть это может привести к эскалации, к взрыву. Если не отвечать, тогда собственные путинские элиты будут, в общем-то, уязвленными, и они поймут, что все, Акелло промахнулся, нету больше его вождя. И, соответственно, Путин ведь как все эти четверть века усидел у власти все время. Он ведь был всегда медиатором конфликтов возможных. То есть, грубо говоря, к нему все как вот, ну, в обычном, собственно, действительно здесь все правы те, кто называют сегодняшнюю Россию не государством, а ОПГ, да, то есть преступной группировкой. То есть есть пахан, который, грубо говоря, ты прав, говорит, ты не прав. И, соответственно, он разруливает конфликты. И те, кто получили эти команды, они согласились с этим. Они говорят, черт возьми, блин, я не прав. Значит, ухожу я, да, потерял деньги, потерял что-то, но зато живой, здоровый, значит, и конфликтной ситуации большой нет. А сегодня Путин приехал специально в Грозный разруливать ситуацию, но его послали к чертям собачьим. И сегодня Путин уже находится в формате хромой утки для своих собственных людей, начиная с правой руки, с человека, который ему горшок, простите, подносит в чемодане. И еще и чемодан с ядерной кнопкой за ним носит. И вообще в каждый шаг его контролирует. Да, это глава его администрации, который попытался себе украсть бизнес. Значит, Путин эту кражу одобрил, но, соответственно, не одобрил Рамзан. То есть что им дальше на поклон сразу к Рамзану ездить, этим всем чиновникам? Понимаете, для Путина хороших решений здесь нет, и любое, которое он примет, будет плохим. С большим нетерпением жду принятия им каких-то решений, потому что все они будут вести к его краху. Ну вот, а если говорить, что это там дело рук ЦРУ, то о чем вы заговорили, то все-таки насколько Путину сейчас выгодно идти на там, украинские условия, идти на какое-то там мирное урегулирование ситуации, выводить войска из Украины. И, ну, это так очень, скажем, ну, пофантазируем, да, но вот если у него так катастрофическая, насколько ситуация, может быть, он готов уже, скажем, идти на условия по украинской формуле мира в том числе? Вы очень вовремя затронули эту тему, потому что действительно сейчас Путин, когда смотрит вот на всю эту конфликтную ситуацию, да, и вот у него тяжелое положение межэлитарное, да, грубо говоря, да, это на самом деле не только конфликт по линии Рамзан-Вайна, там ведь и таких пересечений еще очень много, то есть просто там не все такие отмороженные, как Рамзан, которые сразу начинают с пулеметами в Москву приезжать и строчить из них там направо и налево. То есть у него таких разломов очень много. И, соответственно, он должен в какой-то момент понять, что действительно единственная его возможность уцелеть, то есть, как бы, грубо говоря, как ему обратно обрести физическую силу, да, над Рамзаном. Значит, надо убрать вот то место, где он эту физическую силу в диких количествах тратит, а это, естественно, Украина. И поэтому здесь, вот, когда я слышу разговор о том, что, да, остались в войне месяцы, я принимаю во внимание то, что вы только что сказал, я очень-очень охотно в это верю, потому что сегодня каждый месяц продления войны это для Путина чревато тем, что вот какой-то из межэлитарных конфликтов, неважно, будет ли это Рамзан или какие-то еще разломы, его просто прикончит физически. Соответственно, я тоже много раз говорил о том, что какие-то из элитарных групп в какой-то момент решат, что этот Путин больше им не нужен. Понимаете, условно, сегодня сейчас Вайна сидит в бане с какими-нибудь Ротенбергами и Ковальчуками, и они обсуждают, что, слушайте, ну он совсем лег под Рамзан, он с ума сошел. Посмотрите, что творит Рамзан на наших улицах, а он все это проглатывает и дал команду еще нам отпустить всех задержанных, например. А Путин, я думаю, что даст эту команду. Да он все, он не президент уже. Например, приходят они к такому решению, и все, и там дальше дело техники. Соответственно, ждем.
Мгм. Если, скажем, Путина уберут, ну вдруг так произойдет, как вы считаете, как это закончится война в Украине или что будет? Или все будет зависеть? Стремительно закончится война, как только уйдет Путин, поскольку любые новые влиятельные люди после Путина, они будут понимать, что это ахиллесова пята, которая Путина и убила. Собственно говоря, в феврале 22 года я начал всем говорить, что это смерть Путина политическая и, скорее всего, физическая одновременно с политической. Потому что было понятно мне, что он не выдержит вот этого вот бремени состязания со всем цивилизованным миром и не победит весь цивилизованный мир. Собственно говоря, те, кто придут на смену Путина, они же будут иметь прямо перед глазами эту историю вот этого Путина, который-то был в порядке на самом деле. Он ведь был абсолютно всевластным, ноль оппозиции, ничего нет. И, соответственно, вдруг вот он сам себе придумывает вот этот хомут на шею в виде безумной войны, к тому же еще и в виде столкновения со всем демократическим миром. Мгм. И как вы считаете, все-таки в нашей стране к чему стоит быть готовыми? И как вот Россия, я имею в виду, как можно будет дальше после... Ну, мы так уже совсем забегаем наперед, очень далеко. Но вот если вдруг все-таки российская вот эта вот нынешняя власть, ее свергнут, то как нам дальше выстраивать отношения с теми... с той страной, которая так или иначе остается нашим соседом все равно. То есть вот этот вот план, который... В любом случае, эта страна Зеленский останется, предложил. да. Я понял, что по плане, да, речь тоже. В любом случае, эта страна в каком-то виде будет сохраняться, да. То есть понятно, что, скорее всего, части от нее отвалятся. Я думаю, что Кавказ не удержать ни при каких обстоятельствах, поскольку, слишком уже велика там центробежная сила. Кавказ себя никогда сильно российским не считал. Но сейчас, на фоне всего бреда происходящего и вот этих рек крови и всего остального, там ведь на Кавказе живут тоже обычные люди, трудяги, которые совершенно не в восторге от того, что происходит. И поэтому думаю, что Кавказ точно аут. А вот то, что касается, значит, остальной России, для Украины самое главное, раз уж там не получится сделать Московское море, да, на том месте, где сейчас находится Россия, значит, там будет какая-то страна, то очень важно, чтобы эта страна была демократической. Очень важно, чтобы эта страна не была империей, чтобы она не была суперцентрализованной, как последние лет 10 это Россия происходит, да, в России. Соответственно, для Украины важно, чтобы это была страна, где важны голоса регионов. Для Украины важно, чтобы это была страна, которая не свела все ресурсы, всю силу в один центр, потому что тогда их легко направить на какой-нибудь блажь в виде очередных танков или ракет. И, соответственно, если будет вот такая страна, то в какой-то момент наступит такая ситуация, когда там будет адекватная власть, которая, безусловно, должна будет заплатить в прямом и в переносном смысле за преступления путинского режима, то есть, безусловно, выдать Украине контрибуции, безусловно, принять вину, безусловно, люстрировать всех негодяев, которые в этом приняли участие, безусловно, отдать под суд военных преступников, всех, сколько бы их ни было. Пусть миллион будет человек признан военным преступником, миллион осудить, два. Значит, соответственно, и вот после того, как все это произойдет, вот тогда, наверное, все-таки возможно будет, что когда-то, как вот в Европе сейчас в основном преодолены последствия Второй мировой войны. Возможно, и в нашем с вами случае они будут преодолены, но это будет точно так же болезненно и, боюсь, что точно так же не быстро. Ростислав, я очень благодарна вам за этот разговор, за вашу аналитику. Я скажу вам откровенно, он пошел не совсем так, как я его видела изначально, этот разговор наш с вами, но вы очень интересные вещи сказали, и те прогнозы, которые вы даете, действительно очень вдохновляющие для украинцев, наверное, в первую очередь, которые сейчас хотят окончания этой войны, но хотят окончания войны, чтобы освободились именно украинские земли, чтобы наша страна смогла жить в мире. Спасибо вам большое. Ростислав Мурзагулов, писатель, публицист и общественный деятель. И вам спасибо. До побачення. До свидания.